Ну, у нас в Канаде уже темно, но очень хотел закончить эту серию про партии Канады, чтобы, если кто-то смотрит, чтобы долго не ждали и так далее. Вышел с собачкой погулять, так решил уже снять это видео. Последняя партия Канады. Называется Блок Квебека. Честно скажу, за 7 лет их, в принципе, что я тут в Канаде, их в принципе не слышно, не видно, потому что эта партия создана в самом Квебеке и для Квебека. У них даже платформа только на французском языке, поэтому за незнанием французского языка не выучил. Ничего толком сильного не могу сказать, но смогу поделиться своими понятиями об этой партии с того, что я вижу в парламенте и по телевидению. В общем, вообще это интересная история. Квебек это одна из провинций Канады, французскоязычная. Они вообще в какое-то время собирались отделяться от Канады, не хотели быть с Канадой. Один раз им почти что это удалось в парламенте. Были сепаратисты, были террористические акты и так далее. Было очень много всего для того, чтобы отделиться от Канады. В конце им это не удалось. И у них есть партия. Сейчас в Квебеке называется Блок Квебеков. Эта партия, по ней даже не скажешь, какие они, правые, левые, они довольно-таки нейтральные. Все, что их волнует, это благополучие Квебека. Партия имеет немало мандатов, там, я не помню, но что-то около, там, почти что как НДП, и она, в принципе, на продажу. Что я имею в виду, что им по барабану, кто у власти, консервативные, либералы, они всех одинаково не любят. Они любят только себя и только Квебек, и они готовы делать все для Квебека. Как бы если какой-то из партий нужны голоса, и они могут что-то предложить этой партии, они предложат, те за них проголосуют и так далее. Или если они считают, что голосование поможет каким-то образом Квебекам, поможет выделить им дополнительные деньги или что-то такое, они проголосуют за. Так они, в принципе, нейтрально. Они говорят, что думают, потому что они понимают, что сильно влиять они ни на что не могут. И стараются только вот, опять же, подороже себя продать и как-то с этого вылезти. Но, в принципе, как бы, действительно, ничего толком сказать про них нельзя, потому что их платформа вообще, кроме... Самое главное в их платформе, это то, что они борются за Квебек и хотят благополучия Квебека. Все. Поэтому это очень короткое видео, и это последняя партия, как бы на этом я закрываю этот цикл партий. И вот сейчас начнется более интересно, так как вы уже знаете мое мнение о партиях Канады и как что происходит. Мы в следующих роликах начнем говорить уже о происходящих событиях в Канаде сейчас, последние 3 недели, как мы к этому пришли, как мы к этому шли. Еще, может быть, наверняка сниму ролик про то, о чем говорил, когда говорил про либеральную партию, о национализации, о их идее, как наш премьер-министр, в принципе, продвигает страну к диктатуре, потому что это его конечная идея. Он хочет быть диктатором, он мечтает быть диктатором. Опять же, у человека ни образования, ни слишком сильно мозгов, знаете. Ну, образование не обязательно, если есть мозги, то все хорошо. Но у него как бы ни того, ни другого. Единственное, что у него на очень высоком уровне, это любовь к себе. Извиняюсь, что залез в разговор о партии блока Квебека, и все равно говорю о премьер-министре. Уж очень он достал многих порядочных канадцев. Опять же, про контингент либеральной партии мы говорили. Те, кто верят в светлое будущее, верят обещаниям и не понимают, что им вешают лапшу на уши. Те, кто не понимает, что когда им дают бесплатно деньги, это не бесплатно, а потом это все возьмет обратно с налогами, и как бы на этом, в принципе, все и закончится. Так что у нас тут ветерок серьезный такой поднялся. Вот. Ну, не знаю, я думаю, что дальнейшее мое обсуждение тем Канады может очень помочь этот цикл, что я сделал про партии. Просто чтобы понять, что к чему и почему, и как дошло до того, где мы сейчас живем и что сейчас происходит у нас. Ну вот на этом, в принципе, все. Это было очень быстро, коротко. Ясно. Что, кися? Вот у меня собачка тоже не любит Руда.
Каждый раз, что я о нем говорю, она начинает гавкать и рычать. Ну вот так как-то.